Yo, way, yo. Yo, way, yo. Om vare. Yo, way, ra. Jarum, ran, ji. Yo, way, yo. Om vare. Yo, way, ra. Jarum, ran, ji. Yo, way, yo. Om vare. Yo way ra, jarum ranan ji. Yo way ra, jarum ranan ji. Yo way yo, om vare. Yo way ra, jarum ranan ji. Yo way yo, om vare. Yo way ra, jarum ranan ji. Yo way ra, jarum ranan ji. С тех пор, как я здесь была, прошло много времени. Как ты знаешь, многие джедаи прилетали на Илум за Кайбер-кристаллом. Я помню. Магистр Йода проводил нас до входа, но после этого мы остались одни. Хоть это было и не впервые, но все равно пришлось нелегко.
Меня учили следовать строгим протоколам. Я был готов ко всему. Ну, или мне так казалось. Может, в этом и был урок, Кэл. Всего знать нельзя. Можно только верить, что ты справишься с любым испытанием. Раз, два. Рад приветствовать вас. Ну что, все в сборе, я надеюсь. Так. Пожалуй, начнем. На Звездные войны. Fallen Order. Надеюсь, трансляция не будет падать, как в прошлый раз. Так, что у нас по навыкам? Навыков 0. Так, по... Так, что, нельзя что-то сделать? Не понял. Видимо, нет. Ладно. Так, ну... Мы на планете Илум, да? Я так понимаю, да. Илум. Новая локация, новая планета. Пожалуйста, пожалуйста, только не лагай, только работай. Настроечки поменьше сделал. Битрейт тоже поставил поменьше. В игре у меня лагов нет. Надеюсь, на трансляции лагов тоже не будет. Какие же задачи у нас? Вижу два хода. Налево или направо? Гайс. Может быть, у кого-то есть пожелание? Может, Биби подскажет? Нет, Биби молчит. Да направо. Блять, забыл, сори. Сейчас, секунду. Так, звук есть. Пропуск кадров 0. Все супер. Опаньки. А нет. Пройти можно. Я был близок к смерти, вы почувствовали? Юнлинги, пришло время сбора. Используйте свои навыки с умом. Так, юнлинги приходили сюда для участия в священном обряде сбора, испытаний, который должен был пройти каждый джедай, чтобы собрать свой собственный световой меч. Да, но собрали только деревянный пал. Да. Здесь школа джедаев была не очень. Ну как у вас дела, Грейс? Все хорошо? Это храм джедаев. Это было давно, но... Да, я помню. Каждый юнлинг приходит сюда. То есть, приходил. Да. Когда еще были джедаи. Да. Можно нажать карту? Так, хрен. Хрен. Здесь, наверное, мишки какие-нибудь, ну, в качестве, ну, белые типа мишки, в качестве врагов. Ну, или животных паук. Я же говорил, одень шапку.
Да, этому полому созданию очень тяжело идти. Такой витрины. Какая-то проблема с тенями, что ли, у меня, не понял. Они прям херовые, херовые. Не, я понимаю, что я их выставил на средний, может. Не в Вроде такой там степени. можно пробраться. Я буду осторожен со льдом. Так, а у нас же есть эти когти, да, кажется? Да? Нет? В чем твоя проблема, Кэл? Ты должен забираться на любую поверхность теперь. Секундочку, может быть, это здесь. Может, у нас есть кошка? Нет, кошки нет. Надеюсь, вы не против подборки музыкальной такой? Так, сейчас, секундочку. Ага. Где-то. Стоп, еще раз. Встань ровненько. Ага. С левой стороны все-таки что-то есть. Да, не вижу. Нет. Нет. Не может быть. Нет, явно где-то должен быть подъем, но... Ну где? Так, ладно. Там вроде бы еще есть проход. Или я ошибся? Да, я ошибся. Сейчас, хотя бы, в принципе, и своя музыка неплоха. Да, сейчас немножечко еще подубавлю. Да иди ты уже. Так, может быть, эффективнее немножко добавить. Я снял просто немножко, так сказать, небольшую нагрузочку с видеокарты и подцепил эту нагрузку на процессор. Надеюсь, это работает. Качество визуализация, обзор, разглаживание, вот чуть тени где-то еще. Тень. Чуть тени повыше. Да. Ну давай, Кэл, подскажи мне, старичок. Это лед. Нет, ничего не стреляем. Это же здесь, Кэл. Я прямо вижу следы. Это мои следы? Да, это мои следы. Так. Ё-моё, ну что такое, а? Такие щели, они минимальные. Просто мозг понимает, что нормальный человек туда не залезет. Но так как Эл полый, он без проблем не втиснулся в расщелину. Давай, режим паучка. Пожалуйста, давайте только без падения сверху всякой белой хрени. Белый холодный. Так, хочу сказать, на все вверх. Пока неплохо справляешься. И трансляция вроде идет
Неплохо. Так, определенно не понимаю, что происходит, почему она крашится постоянно. Ну, и если восстанавливается трансляция. Сделал битрейт меньше. Странная хрень. Супер странная хрень. Так, ладно. Не обратил внимания просто. Угу. Так. Интересно, интересно. Эй, Види. Да. Да, я в норме. Вопрос правильно я сделал? Все еще образуется. Ага, смотрите, что. Это магия. Так, ну окей. Что еще можем растопить? Так. Выброси. Как нам попасть наверх? Стоп, тут что-то как будто проплавилось. Ты сможешь здесь залезть? Нет, не сможешь. Так, то есть предлагаешь мне здесь пробежаться? Нет. Это фейл. Как нам перейти на другую сторону? Я что-то не понял. Только так, что ли? Угу. Еще один кристалл. Кристаллы расположены в храме таким образом, чтобы усиливать свет и концентрировать тепло в определенных местах. Луч света поэтов, открывая скрытые проходы, которые известны только джедаям. Понятно. Вопрос. Где тут розетка?
Мгм. Либо это просто мы должны открыть и туда не подцеплять. Понятно. Блять, а как мне закрепить-то? Я что-то не понял вот этого. А если взять и воткнуть? Но у меня... Блять, идиот. У меня просто других предположений нет. Сейчас должен как раз расположиться в том месте. Во. Давай, старичок. Все? Водичка потекла. Вроде бы есть контакт, а? Гайс. И музыка заиграла. Чё мне с интернетом вопрос? У меня нормальный интернет, только что чекнул скорость и... Не понимаю. Поставил битрейт 5500. Блять. Короче, проход. Так, не знаю, как вам, но вроде бы... Качество не выдающееся, конечно, но... Придется иметь дело с тем, что есть. Как помереть-то? Капец, ты, блин. Голодный. Где термальные источники? То есть не такая и холодная. Так, что это такое, да? Нас не жарит? О, ты что-то нашел? Сейчас я, кстати, отслеживаю. Если вдруг трансляция прервется, я оперативно это увижу. Мне кажется, там еще был проход. Да, он с правой стороны. Может быть, тут есть что-то... Каждый путь уникален, дитя. Контролируй свой гнев. Да. Так. Сверток, брошенный раздраженный Юнингом. Кто-то добивается успеха, а кто-то не справляется. Это Юнинг поддался гневу. Фу. Да. Из тех трещин под водой идет тепло, но здесь дикий холод. Но зато так красиво. Снежок. Прям настоящая зима. Я чувствую его зов. Мы совсем рядом. Нельзя выбрать Кайбер Кристалл. Это он тебя выбирает.
Ага. Да, прямо как ты. Что-то какая-то... Блин, какой-то Гарри Поттер. Так, у нас есть с правой стороны. Угу. Блин. Все какие-то камни исследуешь. Желуди. Илум богат геологическим образованием, которые... Блять. Илум богат геологическими образованиями, которые скрываются в богатых минералами подземных горных породах. Миллиарды лет минеральные вещества из геотермальных жидкостей внедрялись в камень, образуя включение с ценными элементами и редкими кристаллами. Ясно, спасибо. Просто тряхнула. Ничего. Да ладно. Надеюсь, выдержит. Давай. Падай, что ли. Что-то давно город не было, да? Как это без города? Ого, Пронесло. и меня тоже. Зов становится сильней. Поспешим. На каждой планете должны свои быть горки. Так, давай Такое смотри. чувство, будто я окружен призраками. Нет, я не в порядке. Мне тяжело здесь. Нормально. Спасибо. Что ты начинаешь? Стоит ли медитировать? У нас, по-моему, нет, одно очко только. Я думал, 2. Ой, я думал, да. 2. Эй, здесь есть проход. Но не допрыгнуть. Так, и здесь проход. А еще здесь. Нет. Это они. Как они нас нашли? Они не будут нас стрелять? У нас даже чата нет. Я был на изи. Побега. Без врагов. Блять, вы чё рохаете? Их вас двое. Да, вообще не дают ничего сделать. Просто ничего. Просто по ГД вкидывают. Я на сундуку. Отлично. Найс. Стрёмный робот. Теры, у нас проблема. В пещерах разведывательные дроиды. Они никак не могли поставить нам трекер. Но я бы сказала то же самое о взломе кома Трилы. Мы с Гризом обыщем богомол. Спасибо. Вернусь, как только добуду кристалл. Ты не в лучшем положении. Так, я Лишний пришел раз не оттуда, рискуй. можно подняться здесь. Но для чего? Хочу ли я сюда подняться? Эх, возможно, да. Сейчас вернемся. Блин, чуть не сорвался. Может, вот что-то здесь еще есть. То, что манит меня. Что же манит? Лианы? Ловушки? Скалолазание? Я не знаю. Стоп. Ну-ка, опустись вниз. Нет. Поднимись вверх. Нет.
Тогда нахрена мы здесь, Кэл? Так, зачем я здесь? Может быть, нам удастся... ты проказник. Все-таки допрыгнул. Может подняться? Может быть, я стоял в школу акробатов или циркачей? Зачем тебе джедай стакан? Он направлялся в пещеры. Он звал, но я не смогла его найти. Зато у нас теперь здоровье до жопы. Остатки лагеря. Мастер Джедай беспокоился о Юнге, который пропал в пещерах. Так, окей. Забота — это хорошо. Отсюда я пришел, да? Ну сегодня хоть трансляция не лагает реально. Единственное, почему-то битрейт у меня было 6. Странно. Очень странно. Ладно, я потом посмотрю повтор трансляции, так сказать, заценю уже. Может, и будем на 5 сидеть. Почему нет? Так, это чё? Честно, ломать начнем? Да. Да, понял. Сюда мы тоже, может, да, пойти? И сюда, но сюда непонятно зачем, чтобы прыгнуть. Между проход, понял. Типа, старичок, вернись обратно, пока не поздно. Но у нас еще... Вон он. Я вижу, как он сияет. Но у нас еще полно стимов и здоровья. Так, надо осмотреться. Вот мы там были с правой стороны. Ладно, пойдем. Или не пойдем? Стоп. А мы сможем пройти-то? Что-то я заморачиваюсь. Просто вниз надо спрыгнуть и все. Просто я жду, что будет подлянка. Да, подлянка есть. Почему ты не можешь сломать, алло? Здесь они не перепрыгнуть. Может, поднажнуть надо? Не зря же мы... Блять, я думал, жуткий монстр. Не зря же мы научились плавать. Так, дружок, пирожок, давай. Мистер Паучок. Он где-то там. Я его чувствую. Мы скоро выйдем отсюда. Я обещаю. Мы связь. Потом пришли. Да, конечно, мы должны упасть. Веди! Не подходи! Веди! Он нашел, как он заботится. Мы были супер близко. Так, только не говори, что мы мертвы. Да, такое ощущение, что мы мертвы.
Может, всплывешь уже? Нет. Он решил просто замерзнуть. Верь мне. И волосы, опять же, идеально сухие. Ну как так, ребята, ну ё-моё. Пончо сырое, волосы сухие. Ну, камон. Зачем такое делать, а, ребята? То есть, хочешь сказать, наступок кончился заряд у батареи в лазерном мече нашел. Ой. Облом. Не та шляпа. Нет, нет! Нет! Это конец. Я проиграл. Это еще не конец, друг мой. Так, в робота ставили речевой модуль? Или что? Ничего, приятель. Время пришло. А, это Кордова. Возможно, это наша последняя встреча. Над нами навис рок Ордена Джедаев, я чувствую. Нет, это еще не конец. Неудача лишь часть пути. Надежда не угаснет в сердцах тех, кто борется. Да, Как ты, BD-1. да. Знаю, ты найдешь того, кто будет так же храбр и непреклонен, Уже как дашь и ты, мне друг. плед вместо разговоров этих. И ты ему поможешь, как помогал мне. Ручку, какао, плед. Но твоя память будет полностью стерта. Ты точно этого хочешь? Слова, конечно, лечат, согревают, но все же. Запускаю полное шифрование памяти. Только с полным доверием твои воспоминания будут открыты. Я в тебя верю. И всегда верил. И верю в того, кого ты выберешь вместо меня. То есть Биби это друган Кордовы, что ли? Прощай, мой друг. Сейчас все это время кристалл был в башке у Биби, да? Твоя память. Ты рискнул ей ради меня. Да, и я в тебя верю, приятель. Да, ты прав. Еще есть шанс.
Может, это входит на 2 мяча? Шанс есть всегда. Пошли. В своем последнем послании мастер Кордова рассказал о тесной связи с BD-1. Его преданным дроидам-компаньонам в ходе бесчисленных приключений он доверял BD-1 самое важное – записывать различные сведения о путешествии и бесценные знания. Когда они вставали, BD-1 согласился зашифровать информацию в своей памяти и взять на себя важную миссию. Так, ясно. Сейчас я секундочку, гайс, посмотрю. Так, у нас по пропускам кадров нормально все. Но имеется их нету. И... Так. Звездные войны. Все, в принципе, идеально работает. Все идеально работает. Но вот с интернетом какая-то лажа. Я не понимаю, либо по вечерам какая-то непонятная загрузка, хотя по скорости все нормально было. Да, беда. Беда с этим интернетом. Так, что здесь? Так, перенесите, чтобы изменить цвет. Нахрена мне тут? Давай, ну-ка, мастер. Только что умирал и замерзал. Я смотрю трансляцию на планшете, в принципе, она... Ну вот если смотреть в этом окошке, то идеально. Я думаю, многие смотрят с планшета и с телефона. Так, ну-ка, что там запаял? Что за уродца сделал? О, даже так. Я же сказал, он пальцы делает, ничего. Перековка. Так. Цири подарила Кэллу рукоять своего святого меча, хотя Хейбер кристалл из него был давно труден для покрытия долгов Гриза. В пещерах Кэлл поставил зазор своего кристалла сквозь разлом в ледяной стене. Лед под весом Кэлла и Беди проломился, и Кэлл погрузился в ледяную воду. Беди спас Кэлла, но кристалл разломился. Это событие послужило толчком и воспроизвели записи Кордовы, из которой стало известно, что Беди пожертвовал свою память, чтобы сохранить важную для миссии Кэлл информацию. Кэлл объединил рукояти мечей Цари и Джара и создал свой святой меч, который можно использовать как классическое двухстороннее и парное оружие. Ей персонализировать меч. Смысл. Ну окей, давай. О, сколько нам доступно, а? Прямо РГБ. А можно РГБ делать? Фиолетовый. Ля какая. Давайте с фиолетом побегаем. Плиз. Фулл сетап уже практически. А что только с одной стороны меняется? Не помню. Ладно. Так, это у нас было, это вот это что-то новое. Так. Подсвечник нет. Ладно, ставим это. Переключатель. Я хз. Давайте массивное делаем меч. Муфта. Тряпку ставим. Нет. Мужскую тряпку. С золотым кольцом. И как раз с этой стороны. Ну.
Так, о, по материалам. Нет. Вроде в золоте. Идеально. Да? Да, в золоте идеально. О. Да, бэйби. Фиолет достойно выглядит. Давай, покажи мне. Ебой. А как их разъединить? Стоп. Как сделать два клинка? Настройка. Так. Брони. Прыжок, уклонение, атака силы, взаимодействие, бег. Односторонний X, двусторонний замедление. X, все что ли? Блядь, а что, у нас не будет два меча, что ли? Блять, жалко. Да, непонятная хрень. Так. И здесь, по-моему, у нас все, да? Здесь мы все чекнули, здесь чекнули. Но фиолетовый, по-моему, самый топовый. Признаюсь вам честно. У нас одно очко. И этого очень мало. Кстати, да, я вас смотрю на трансляцию, вроде разрывов-то нет, но у нас еще боевки-то не было. Сейчас, может быть, когда будет активное действие. Сейчас, секундочку. На планшете посмотрю. Нет, не задержка идет. Секунд 15. Сейчас, секунду. Смотрю повтор. Ну, вроде не видно на маленьком экране. На большом тоже. Да. Так. Совершать атаки силой. Для этого требуется сила. Смысл два меча как-то. Замечен джедай! Мы разберемся! О. О. Лучше ко мне не подходи, сучара. Мать его! Размажем его! Я остановлю тебя! Даже не придется встать! Быстрее атаковать его! О, у меня что-то лаги. Джедай убегает! Светлый меч слишком много потребляет ресурсов, похоже. Да вы чё, камон? Ребята. Давайте жить дружно. Попал в джедая! Не дай себя стряхнуть! Я ранил его! Хорош. Мне просто нужно собраться. Так. Противник наверху! Я не понял, вы чё? Охренеть? За ним! Не колебаться! Осторожнее! Так, почему кого только одного зацепили? Мы тебя одолеем! Всех же он не победит! Ты это. О, вот это комбо. Разберемся быстро! Я единственный, кто остался! Найс. Плиз, все, пожалуйста. То есть ЛКМ, а потом ПКМ. Беги. Дверь. Открыть новый путь. Супер.
Ёкарный баба. Может, не стоит нам пройти? Там прям до талого. Ну и тут, кстати, сейчас, секунду. Где надо? Они разрывают планету на части. Они не следили за нами. Интересно. А здесь мы не пройдем? Там прямо душно-душно. Там человек 10, наверное, ну, этих роботиков. Они все живые. Вон их попадали. Обнаружен несанкционированный Найс. объект. Разбираюсь. Ой, сори, парни. Назад. О, может нажать? Я не нажал. Держу атакующего. Блять, пожалуйста, не бейте. Кого понял, налетели на галки. Ой, я взломал, кстати, одного. Отпусти, отпусти, отпусти. Чего он не нападает, я не понял. Ничтожество. Мы же взломали его. Ну-ка, помоги мне. Помоги своему дружище. Зря я, короче, видимо. Сейчас они его отмудохают вдвоем. Наношу апперкот. Давай, давай. Нападай. Беди. Дверь. Церы, они захватили Илум. Нужно выбираться. Ты в порядке? Нет, меня заметили. И И да, это еще не все. блять, я упал. Они добывают кайбер-кристаллы. Капитан, готовимся к взлету. Так, стой. Бачка, это неплохо. Что нам доступно? Мощное притяжение притягивает группы врагов 3+2. Дальше такая колечко. При точном уклонении на короткое время замедляет врагов. Во время обычного бега по стене это стрёмно. Так. Выполнение так с задержанной после взмаха двусторонним мечом позволяет Кэллу совершить несколько мощных атак. А это что? Кэлл может совершать еще одну мощную атаку. А это? Атака с воздуха позволяет Кэллу отталкивать ближайшего врага при приземлении. Так. Ладно. Боевку не хочу изучать. Так. 3+2. А, 3+2, и потом они дико отталкиваются. Понял. Может быть сюда пройти как-то незаметно? Нельзя. Новая задача, отлично, не давать.
Необходим ремонт. Пустяковый против. Ну что, продолжаем. Фу, не понимаю, что происходит. Пропусков кадров нет. Все супер. Почему она крашится, я не понимаю. Кто мне объяснит? Просто. Кто мне объяснит, что происходит? Ладно, после стрима, короче, почитаю. Поищу информацию, может быть. Блять, он сейчас опять кинет. Блять, собачка. О вас говорят по всем имперским каналам. Направляют на вас все силы. Вы с Гризом в порядке? Мы залегли на дно, но буря почти улеглась. Скоро останемся без укрытия. А если замаскировать сигнал Богомола? Это работает только когда они нас не ждут. Есть другая идея. Так что... не понимать. Так, куда-нибудь. Что-то нашел? Вижу. Дай-ка взглянуть. Гейзер. Ну, гейзер, ага, понятно, это вулканическая активность. Интересно, почему мы сейчас не мертвы? Я взломала их шифрование. Типа Биби нас согревает? Уже скоро они все восстановят. Надеюсь, это даст нам фору. Спасибо. Тут повсюду штурмовики. Илум был нашей планетой, Кэл. Напомни им об этом. Просто по КД через каждые полчаса, я заметил, отваливается. Ё-моё, что за хрень? Так, пора взломать, Биби. Смотри, он напуган. Надо просто атаковать его. Пустяковый противник. Критическое попадание. Ловкий ответ. Мусор. Я не понимаю, почему он не взламывает. Почему сейчас ты не взламываешь? Поймать его. Необходим. Вот, давай, взламывайся. Поймать сюда. Где он? Блять, не видно, где это, зараза. Ты пожалеешь об этом. Надо просто атаковать его. Так, ну что там, разобрался? Нет. Рассчитанный удар. Ладно. Оставим этих голубчиков. Они прорвались и вызвали подкрепление. Каждый звездный разрушитель в секторе направляется сюда.
Если они доберутся сюда до тебя... Нет, мы прошли этот путь не для того, чтобы угодить в плен. Я иду к вам. Так, а чё, где буря? Блять, там У нас отряды. гости. Пусть Крис закроет богомол. Пиздец. У тебя же империя на хвосте! Парень, ты чё, спятил? Доверься мне. Хорошо, закрываем корабль. Так, где дружище? Не убежишь. Вот такие пейзажи мне нравятся. Блять, их двое. Красочные, солнечные. О, даже замедлился лазер. Да блять, так почему так-то, алло? Я ж хочу тебе просто развалить ногу. Блять, еще гранату кидает, зараза. Так, удивительно, что никого нет. Ну ладно. Ты справился. Да. Мы. Без... На выходе из пещеры Илум и Кэл и Биди обнаружили огромный имперский рудник, созданный для добычи кайбер-кристаллов. Пока Кэл и Биди пробивались от дорогу к Богомолу, Церы воспользовался уловкой Трилы, которой та прибегла к гробнице Митрула, чтобы помешать имперцам вызвать подкрепление. Имперцам все же удалось нормализовать работу системы, но Кэлу и Биди хватило времени, чтобы добраться до Богомола. Теперь, когда у Кэла есть новый святой меч, ему предстоит вернуться на этот мир и вновь бросить вызов темной стороне. Фух. С вас я бы сюда и не попал. На браке я мечтал о том, Так, как буду друзья, штурмовать рассказывайте. город вместе с выжившими из Совета джедаев. На деле, судьба Ордена зависит от азартного игрока, бывшего джедая и недоподавана. Кучка неудачников. Сам понял, что сказал? Так, секундочку. Так, все нормально. Трансляция идет, что-то мне это немного напрягла сцена. Сейчас, секунду. Так, это у нас... Только на Биди можно положиться. Он дал Кордове стереть свою память, чтобы остаться и вести нас. Но вы оба хотите пожертвовать всем, чтобы продолжать, когда это кажется невозможным. Неудача — это часть пути. Я это понял. Спасибо. Вам всем. Так, ладно, поболтали с друзьями, товарищами. О, у нас тут бонсай вырос. Круто. Рошер смотрится здорово, Грис. Знаешь, он, конечно, не первое древо, но глаз радует. Ты здорово поработал с ветвями. Ну какой мне профит от Спасибо, этого? парень. Ты молодец. Ребята, какой профит от этих деревьев? Баншир. Горох. Кровавый потрох. Что еще? Все, мне можно уже заняться своими делами. Давайте, я думаю, здесь можно помедитировать. При 5000 качество как бы ухудшилось, но все еще можно смотреть. По-моему, там ничего не находили. А вот по... Может быть, пончо? Ну-ка. Такое. Ну, красное, по-моему, самое крутое по виду, пока что. Костюмы не находятся. Так, победи. Что с ним стало? Грязный, да, белый и фиолетовый. Я хз. Так, по богомолу, короче, что?
черный. Секс. О. Вот это. Или... Не, вот это. Сижу на небольшом пале, что опять карашница стримит. Эй, помнишь тот огромный корабль на Зефо? Вдруг там найдется что-то интересное. Вернуться на Датамир и забрать Аструм из гробницы Куджит. Блять, опять? Серьезно? Датамир. Ладно. Датамир, да? И там, наверное, еще должна быть 5-я планета. Финальная. Да. Пора встретить прошлое. А что с тобой и Триллой? Не знаю, когда я буду готова. Ты знаешь, что поможет тебе исцелиться. И я очень горда тобой. У меня свой путь. Помни, что я всегда готов тебя поддержать. Приготовься, парень. Начинаем посадку. Ну, все супер. Никаких пропусков кадров, все идеально идет. Что я не понимаю, что происходит? Может, ОБС-ку надо обновить? Какие-то глюки. Пофиксит, может. Так, отправиться на планету, да. Жуткая планета, ну, по крайней мере, монстры жуткие. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Тут же эти, по-моему, ведьмы. Кому? Опять они? Так. Опять через это все проходить? Серьезно? Вот жесть. Забрать Аструм из гробницы. Блин, серьезно? Как вспомнить, где мы проходили? Где бы нам по короткому пути пройти? Здесь закрыто. Нам надо все равно сюда идти. Сюда, сюда, сюда. Потом налево. Сюда, сюда, сюда. Так, значит, налево через колонны. Потом наверх через ветку. Ладно. Надеюсь, не потеряюсь. Бля, их... О боже мой. Просто тьма тут. Я их хотел отбросить, они не отбросились. О, да камон, вы что гоните? У вас что так много-то, а? Так. Отправляйся в ад, стерва. Мертвая стерва. Теперь наверх. О,
Здесь, немножко спуститься и будет проход. Сейчас на старый добрый дружище должен где-то появиться. Безумный. Там и стоит, что ли, он? Или там какой-то хрен? Там какой-то хрен стоит, я вижу отсюда. Здоровый большой хрен. Большой хрен и маленький хрен. Стой! Подожди, давай. Ну-ка. Да, блять. Хорош. Все, просто изи. Не притягивается сычонок. О, 2 меча это просто must-have. Так, яйца. Анти побежден. Что за анти? Ты можешь его чекнуть? Не может. Можно без сюрприза? Давайте спокойно дойдем до цели. Так, а что, у нас очки-то есть? Может, есть очки? Одно очко. Так, секундочку. Так, пропуск кадров нулевой, все супер. Вот теперь я уже не знаю, из-за интернета это или из-за не из-за него. Ты зря вернулся сюда безоружным. Не совсем. Думаешь, световой меч делает тебя джедаем? Нет. Встреча с вами. Я бегал от воспоминаний из Бракки. Но больше бегать не буду. Что ж, посмотрим, как ты умрешь от своей храбрости. О боже, что мне предстоит с тобой драться? Хватит, подаван! Да капо, я даже уйти не могу. Световой меч. Да мне хп нет, в принципе. Ты правда ничему не научился? Ну, я думал, научился. Какого хрена пинает своими копытами? Но так ли важна сила? Что за комбинация? Почему меня не предупредили о них? Учитель. Я не смогу забыть. Эта утрата навсегда со мной. Я не забуду ваш урок. Это кошмар или что это? Помни, упорство откроет путь. Да. Если бы это был бы боссом, то мне бы не поздоровилось. Ну, плохим парнем. Братья, сюда! Да, я даже не могу уйти от той булавы. Запред... Ого. Давай. Может подтянуть тебя просто? Да. Это мне подходит. А яйца взрываются? Да. Нет.
Я вижу там щель, я думаю, нам туда. Но также хочу и залезть сюда. Потому что любопытно. Блять, идиот, ну что? Чё проблема опять, а? Кэл. Тут явно что-то должно убежать для меня. Нам нельзя быть здесь. Сестра ночи. Это место проклято. Не бойся. Мы же договорились. Ты обещала научить меня вашей магии. Жажда могущества. Меликас хотел, чтобы Мэри привела его через руины, но она страшилась этого. Она знала, что он хотел обрести могущество. Меликас — это тот безумный странник, ну если вы помните. Есть что. Мои павшие сестры. Он обещал подарить нам возмездие, если я научу его нашей магии. Угу. Простите, я буду на стороне Маликаса. Так, перебежчица. Мэри молила своих погибших сестер о прощении. Она заключила сделку с Меликсом и согласилась обучить его своей магии. Хотя не была уверена, что ему можно... Блядь, только не говори, что нам придется с этим Меликом сражаться в конце. С Джедаем, который еще и владеет магией. Супер стрёмная комбинация. Но у нас есть меч. Но у него есть магия. Но у нас есть Steam. Победи. Так. А вот и заварушка, похоже, да? Ты вернулся. Смело, но глупо. Она постарела? Как знать. Не понял. Мэрин, да? Я Кэл Кэстис. А она Все, шляпу что сняла. тебе говорили о джедаях, это ложь. Это слова, Кэл. Маликас тоже много сказал. Таран Маликас когда-то состоял в Ордене, но кем он стал, я... Компас дитя Я даже не стоит, знаю. алло. Но я знаю, что один световой меч еще не делает тебя джедаем. А что тогда? Мы хранили мир. И нас предали те, кого мы защищали. Мы пали от рук Империи. Возможно, я один из последних джедаев. Я была ребенком, когда они напали. Воин в броне, размахивающий этим, Может, она нам налетел поможет на нам? нас и вырезал мое племя, моих сестер. Я осталась одна среди мертвых. А Маликас пришел и пообещал мне месть взамен на секреты, что я хранила. Я знаю, что значит все потерять. И Маликас зря использовал это чувство. Зачем нам быть врагами? Да. Если скрыть этот макияж, в принципе, даже неплохо с собой. Он пригодится. Опять она за свое. Я буду следить. Пошли отсюда. Может, сразу... Впереди Маликас. Можешь вернуться. Не могу. На кону жизни. Чьи жизни? Невинных. Чувствительных к силе детей, которых истребят. Как нас тогда? Может, просто поможешь мне? Так, что ты опять шел? Мой друг. Мой друг, я не из числа тех, кто отказывается от новых знаний. Но эту гробницу покрывает мгла темной стороны. Я узнал тайну Куджет, жестокий правитель, что уничтожал Астрона и жизни всех, кто противился власти мудреца.
Эти Зефы были врагами Куджета, которые выступали против тирана. Прости, я провел на этой планете слишком много оборотов. Мой разум слабеет, дальше идти не могу, нужно вернуться на Зефу. Я не из числа тех, кто отказывается от новых знаний. Ой, стой. Может быть, мы сможем опять полутаться тут, или эта дорога как раз таки к Маликусу. Я не хочу больше, не хочу. Подожди. Мы должны все проверить. Мы должны обрести силу. Случилось что-то ужасное. Пролилась кровь. Убивали своих ради мечты о власти. Да. Место погребения. Обещая своим последователям могущество и власть над ветром жизни, Куджет устроил бойню из своей тайной обители на Даталире, которая позже стала известна как Гробница Куджета. Гробница. И все. Так неохота к нему идти. Кэл Кэстис, Маликос. с возвращением. Начнем твою подготовку? Ради чего ты пришел в эти руины и рисковал жизнью? Могу спросить тебя о том же. Здесь сокрыта сила. Сила, незнакомая джедаям, подвластная мне. И я готов поделиться ей. Разве не понимаешь? Это меня не интересует. Я хочу возродить Орден. Возродить Орден? Да ты глупец. Все кончено. Джедаи пали еще до истребления. Задушенные традициями. Оглушенные былой славой. Ослепленные долгой войной. Может быть. Но ничего не кончено, Маликос. Здесь и сейчас у нас есть шанс. Шанс извлечь урок из ошибок. Урок и джедаи? У них нет будущего. Как ты этого не поймешь? Время для чего-то нового. Ты и я. Мы можем создать нечто иное. Нечто лучшее. Нет. Тогда Датамир станет твоей могилой. В каждой истории злодей ищет себе соратника. Тарн Маликос. Ну что, дружище, с чего же нам начать-то? Ого, какой он крепкий. Подожди, убегай. Блять. Похоже, я вспотею сейчас с ним. Мой разум быстр. Есть где-то совет по тому, так сказать, как нам разматывать его? О, быстрый попал. Стой. Ну, кидывай. Ну же! Блять, серьезно? Я вообще ничего не могу сделать ему. Что-то у него накапливается опять походу. Попробуй еще раз. А, нет. Сверху стамина, которая броня. А, это броня. Как же мне ее развалить, эту броню? Никчемный ты джедай! Вот сейчас бы, кстати, мне упредилось умение... Умение бросать меч световой. Зря я думал, что ты примкнешь ко мне! Какого хрена?
У нас тоже есть сила, Кэл. О, У тебя сестричка. нет прав на Датамир. Нет прав на нашу магию. Сестра решила помочь мне. Встань, Кэл Кэстис. Ты пока еще жив. Так, ну-ка. Бывало и хуже. Мы сможем, Кэл. Дружище. А может... Главное не забыть кнопку, где кнопка Z находится. Ну давай, почти уже, все. Минус. Как ты и говорил, Отправляйся в ад! Датамир станет твоей могилой. Ну да. Могли бы нарисовать красивее этот Лежать момент. ему во но тьме со своими секретами. И ждать Опять же смерти. рейтинг. Все упирается Зачем в рейтинг. помогла? Этому паразиту Хотя не они место могли на бы делать Датамире. какую-то расширенную версию, ну типа 18+. В падшей Джедай во время последнего противостояния Маликас пытается убить Кэла, присоединиться к нему. Он считает, что эра джедаев окончена, и это приводит к конфликту идеологии. Когда битва достигает апогея, Мерин помогает Кэлу одолеть ужасного Маликаса. Почему Маликас? Маликус. Как Малика Дима. Маликас. Запомнить. На превьюшке что-нибудь пишу, может. Зачем ты на самом деле здесь, Кэл Кэстис? Я хочу замутить с Где-то тобой возвели просто. гробницу. Все. Создали некий объект, Астриум. Венцо, Ключ к свидание. хранилищу Как на тебе другой такое? планете. Внутри список чувствительных к силе детей по всей галактике. Но Империя тоже его ищет. Какая империя? Та самая. Ну та, что убивает чувствительных к силе, чтобы никто не смог дать отпор. Значит, скоро она придет на Датамир. След Значит, твоих. да. Будем искать Астриум вместе. Спасибо, что помогла с Маликасом. Я уж думал, мне конец. То есть у нас будет Да, еще одна, ты что ли, умер. подруга? Ага. Рада, что ты жив. Хорошо, когда есть союзник. Да, я тоже так думаю. Пожалуйста, Кэл. Будем искать Вильтастриум вместе. Два очка. Давайте так и быть накопим на 3 очка. 3 очка и возьмем какой-нибудь комбо-удар. Это место, оно... Ужасающе. Оно такое криповое. Подсветка, конечно, крутая. Этот все разглядывает что-то. Правление мудреца Куджета. Здесь изображен Куджет, низвергающий своих врагов в ямы. Да. Чё, еще один враг? Нет, какое-то яйцо или камень, шар. Иной. Мы его нашли. Он реален. Мэрин, теперь можно воспитать новое поколение. Он джедаев. реален. Она всю жизнь прожила на этой планете. В смысле? И не знал об этом. Я рада за тебя. И твоих джедаев. Но ничто не вернет мне сестер. Да.
Когда всех убили, я был один очень долго. Прятался. И я все время боялся, что меня узнают или поймут, кто я. А потом? Друг посоветовал выйти из тени и найти свое место в галактике. И ты решился. Нет, но жизнь порой сама толкает тебя вперед, хочешь ты или нет. И вот я здесь. Весьма неожиданно. Толкает вперед. Что прям наваливает. Я помогу тебе. Правда? Много лет я ждала шанса отомстить за сестер. Надоело ждать. Сердце говорит сражаться. Сестры ночи и джедаи обычно держатся порознь, но уцелевшие меняются. Ты жила на планете с каким-то безумным джедаем, с мертвыми Верно. сестрами. Что думаешь? Да. Может, кого не стоит? Только вот мою команду надо будет уговорить. Значит, уговорим. Только можно без сестер, без своих мертвых в нашу команду, пожалуйста. Забавь. Так, новое начало. Мэриан и Кэл, уцелевшие последователи павших ордена, начинают доверять друг другу. Победа над ужасным Маликсом раскрыла перед ними преимущество совместной работы. Воодушевившись словами Кэла, Мэриан решает покинуть этот мир вместе с командой Богомола и найти свой собственный путь на просторах галактики. Не, ну этот красный такой крутой цвет. Прямо ламповый. Тёп. И там какой-то хер опять появился. Открыть древние хранилища на Богомола. Конечно, надо... Так, сестрица. Я не понял. Или они между собой это дерутся? Дальше не пройти. Теперь пройди. Раньше это тоже ты сделала? Да. Интересно было, как ты справишься с А, Маликом. может мне просто Это пройти, что, был в принципе, почему? И ты прошел. Поздравляю. Ты мне в этом поможешь? Я просто прохожу мимо. Или что, она почти напала на меня? Ну-ка. Это твоя соратница. Кто она? Сэра? Стой, как ты о ней узнала? Я видела твоих спутников. Малика спросил их убить, но они не представляли Зачем с угрозы. ним бодаться? Сэра... Это ни к чему. Ну, она была джедаем. Долгая история. Встретимся на твоем корабле. А может ты нас туда перенесешь, подруга? Просто кинул нас. Просто эта сучка нас кинула. Как ее можно брать в соратницы и члены экипажа? Она же могла нас телепортировать. Какое-то мучение это беготня. Надеюсь, нам сюда уже не надо больше было. Так, стоп. Мы можем пройти также через низ, через ветки. Можем сверху пройти также. Да, тут два варианта. Это супер огромный плюс, что я ни разу не медитировал. Блин, зачем я прыгну? Вот, надо туда как-то западить. Найс.
А то в прошлый раз перелетел, малёх. Сестра ночи выжила. Что-то в ней кажется знакомым. Еще одна история. Сестра ночи пережила ужасную вонь, она была одна и напугана, все ее сестры погибли. Но это ты мне рассказывал самолично. Интересно, ты отозвала своих подруг, ну то есть сестер? Мы их немного потом пока насали тут. Вроде нет. Нет, они все еще здесь. Кэл, дружище, давай быстрее. Эть. Найс. Ну все, родители, встречайте. Моя новая подруга. Это кто? Это что еще значит? Значит, что я с вами. Еще один род. Цере, Грис, это Меррин. Что? Она же ведьма, нет? Сестра ночи. Сестра. Не надо меня бояться. Ведьма. Без нее я бы не нашел Астриум. Мы сражались с Маликосом. Я ей верю. А мы верим тебе. Ты сначала это заслужишь. Мой руки и за стол. Надо было сказать, по идее. Ну, была бы эпическая фраза. Добро пожаловать. Ну, такая нестандартная. Ты им по душе. Может, у нас мой свой макияж интересно? И перекраситься в блондиночку, там, в брюнеточку. Я тебя не понимаю. Да, его никто не понимает. Кэллу кажется, что она его понимает. Новый союзник Меррин пропустила Кэлла, предупредив его, что впереди ожидает Меликос. Меликос предпринял последнюю попытку привлечь Кэлла на свою сторону и атаковал его. Получив отказ, Меликос одержал вверх, когда вмешалась Меррин и использовал против него магию. Ей вместе с Кэллом удалось одолеть Меликоса. После чего Кэлл рассказал о том, что прибыл на Датамир для Астриума. Меррин согласилась помочь ему, и они нашли Астриум в гробнице Куджи. Стремясь узнать больше о галактике и обеспечить будущее для своего народа, Меррин присоединилась к миссии Кэлла, команды, которая вернется на Багану и найти Элакрон. Удивительная история, удивительная. Так, что у нас тут по растениям? Как наша травушка-муравушка. Так. Что-то как-то кровавый потрох не растет совсем. А чё, раз, два, три, 3 каюты. Возможно, мы даже будем спать с ним вместе. Посмотрим, что есть нового. Может, я не находил ничего. Желтый не хочу, хочу все-таки. Хотя вот это тоже супер индиго цвет. Ну и розовый. Тоже был бы неплохо. Нет, ничего нового не находили. А кому мы уже смотрели, алло. Так, сейчас секунду, смотрим трансляцию. Трансляция идет нормально. На 5000 вроде более-менее. Более-менее. Лишь бы не сглазить. Так, а что мне надо говорить с ними? Когда захочешь лететь, дай знать. Так, я буду здесь. Понятно. Нам пора? Класс. Ну я да. тут уже заскучал. Так. Открыть древнее хранилище на Баганах. Ну что ж, приступим. Из-за этого кордона мой корабль скоро на свалку отправится. Он хотел исследовать всю галактику. Ну и как? Мы исследовали немало планет, гробниц и храмов, связанных с Зефой и джедаем. Но у меня есть предел. Для него же предела не было. Безумный старик остался в одиночестве. Он всегда был один, даже Ну? когда я была. На 5000 тоже нормально. То есть, У него не было в принципе, текст читаемый.
разрывов в трансляции нету. Как он осел на землю. И я не знаю, может быть это нормально. Но, естественно, чем выше трансляция, ну, для 1080 максимум 6. То есть там уже больше в качестве не выжить. Битрейт. Так что будем на 5 пока погоняем. Пока... сорян. Отвлекся. Думаешь, выйдет? У Картова же вышло. И у тебя выйдет. Верно. Эй, вы не проголодались? Я думаю, сварганить стейки из сказов. Красавчик, я не помешал? против. Нет, капитан. Без Капитан, тебя мы бы сэр. ничего не смогли. О, да я... Это правда, Крис. Спасибо. Эй, надеюсь, ты найдешь эту галактуку. Галакрон. Вы уверены, что его правда стоит искать? Ты о чем? Я списки. Если эти дети станут джедаями, то за ними будут охотиться, как за вами. Но так список не попадет в руки Империи. Это наш шанс уничтожить Империю. Ой, эй, новый план на посадку. Стой, Грис. Что случилось? Да? Мне стейк с кровью. О. А? Вот это я понимаю. Так, пилот Богомолов. За время совместных приключений Грис проникается симпатией к своим друзьям, раскрывая свою привязанность к идее и прабабушке. Его мастерство пилота подвергается настоящему испытанию, благодаря которому Грис становится настоящим героем, чего он от себя никак не ожидал. Богана или Богана, не знаю, ударение не знаю, как произносить. Наверное, без разницы. Блядь, опять здесь. Это, кстати, тоже такая душная планета. Сейчас мы сохранимся. Дико помедитируем. Уйдем в себя. У нас же 3, кстати, навыка доступно. Дерево навыка. 3 штуки. Так. Сейчас, секунду, тут только клавишами. Контейнеры стимов из целиком. Вот это просто сок самый. Тут 2. 1. Да. То есть надо вот на это потратиться. И просто будет шикардос. Ну и отдохнем. Все животные заново появились. Что удручает. Так, Гиби, погнали. А сестра будет с нами, интересно, бегать в пати? Или она будет просто В этом месте есть что-то странное. стоять? Тут другая энергия. Она мало похожа на Датамир. Да, Датамир многогранен. Они просто все Его стоят. древняя Хотя сила могли бы, в сокрыта в принципе, с тенях. нами бегать в пати. Богана кажется более простым, Но все же. но все же я не могу его разгадать. Богана необычное место. Зефа не просто так построили здесь хранилище. И все ради того, чтобы укрыть твой галакрон? К чему ты клонишь? Эта планета веками оставалась почти нетронутой. Уверен, что жизни, которые вы хотите спасти, были в опасности и до вашего вмешательства. Угу. О, взаимодействовать. Может быть, нам надо приблизиться к ней ближе, чтобы взаимодействовать. Мы больше не на Датамире, это точно. Да, это так. Ты так ее представляла? Я про остальную галактику. Она огромна. Моя жизнь на Датамире кажется
Блеклый. Я также Мне, себя чтобы чувствовал на вернуть ей браке. тело, она Под грузом прошлого мир просто кажется повернула голову меньше. ко мне. Думаю, на Богомоле мне понравится. Такая скромняшка. Хотя буквально недавно она чуть не убила нас. Так, гайс, сейчас я секундочку отойду до белого камня. Надеюсь, трансляция не отвалится. Так, ну что, я на месте. А это значит, продолжаем. Нам нужно открыть древнее хранилище на Баган. Древнее хранилище. Ладно. Что-то нет, хоть-то ниже. Куда нам идти? Что нашел? Где ты? Это что? Туннель Богликов. Туннели Богликов связывают их гнезда и служат естественной защитой от хищников. За один день Боглик способен прорыть ход до 5 метров длиной. Боглик собирает в крупные стаи гребни. Около трети жизни они проводят за рыбьем сложной степени воды. Наконец-то задача появилась. Угу. Мы сможем по поверхности добраться? И вроде бы как-то же мы проходили. Так, вот здесь вот. Сюда. Тут вид. Ладно. Сейчас пройдем. Бобрики. Так. Во. Нет, заржавело, что ли? Огромный кит все еще здесь. Надеюсь, он не агрессивен. Чувствую, там что-то есть. О, мы с ними проходили. Стоп, было. Капец, он нереально. Да нет, нам же не надо убивать. Было бы очень жалко. Большие личинки. Он искал яйца богликов, но стая дала отпор.
Неудачник. Мертвый Слокс. Мертвый Слокс. Убитый Богликин при попытке проникновения в их гнездо. Ничего себе. Я думал, Боглики как зайчики. Даже агрессивные. Так, это у нас большая дыра. Вижу здесь вот место. Оп. Хорош. Так, здесь у нас какой-то спуск. Здесь... Нет. Не, реально что ли можно прям пройти к этому челику? Ну, к этой огромной массе. Может надо помочь ему, или может... Он проглотил жвачку и, возможно, не может открыть рот. Так. Ого. Нет, нам, наверное, все-таки ему не пройти. Да. Ай-яй-яй. Давай просто здесь спустимся, пока, дружище. Как не спуститься? Не думал, что буду так радоваться ящику. Какой-то схрон нашел. О, Спасибо, найс. Красавчик. Уже 5 штук. Так. Стоп. Эту сумку кто-то привез с Корусанта. Ее владелец злился на совет джедаев. Разочарование. Сумка, оставленная кем-то с Корусана по неясной причине, это кто-то был разочарован в совете джедаев. Так, если здесь пройти. А если... Надо ли мне с ними разбираться? Там, наверное, ничего нет полезного для меня. О, там огромная жаба. Не, я туда не пойду точно. Связываться с жабами себе дороже. Хочешь заглянуть? Посмотрим, что ты нашел. Доблесть и мудрость. Ну, вроде правильно, да, идем? Сейчас мы спустимся вниз и потом уже наверх. Все изи. Блять, ты чё делаешь? Где мы? Как так, такая? Совсем без тормозов, парень. Ну мы же в гробнице Зефа. Я чувствую что-то необычное. Мы же в гробнице Зефа, Странно, по-моему, все но прошли. Я думаю, что это Астриум. Чем ближе мы к хранилищу, тем сильнее это чувство. Или нет? А, Осторожно, гайс? приятель. Мы пока не знаем, как это работает. Ставьте лайк, если нет.
Не все. Ну, вперед, беги. Удивительно. Удивительно. Да. А, вот. Здесь надо было вставить. Что-то запустили. Какой-то механизм. Вот это да. Жуткий. Хранилище — это огромный голокрон. Что-то с этой стеной. Да. Да, давай проверим. Как и стекло. Я чуть не ослеп от этих вспышек. Я оставляю архивы цивилизации тем, кто придет после нас. Это я. Даже мудрость и технические достижения не спасли нас от вымирания. Да. Догматизм сбил нас с пути О, он гармонии, пришелец. и со временем гордыня погубила нас. Чем больше контроля мы Прикольно. желали, тем сильнее разрушались. Я веду остатки своего народа в неизвестность, в надежде, что мы обретем покой. Все превратилось в пепел. И в липовый мед. Я научу их владеть силой. Мастер Мы Кэстис, начнем с физической подготовки. что такое сила? Соберитесь вокруг. Мастер Кэстис, думаете, Империя нас найдет? Что происходит? Кто вы? Дети рыбы. Кстати, я правильно иду? Кто мне скажет? Это Империя. Инквизиторы нашли нас. Мастер, Братишка, по-моему, тебе нужно к врачу срочно. Они идут. траншеи! Не стоим! Потому что такое количество видений, это просто, ну, что-то очень нехорошее. Плохой признак. Захватить Юненга, остальных убить. Плохой признак. О, подожди, похож на Мандалорца. Ну, этот костюм. Ищем, они не могли далеко уйти. Вижу цель! Мастер Кэстис, помогите! Выдвигай! На. Убийца детей. Осуждаю. Рассредоточиться, их тут много. Да, сэр? Не спрячешься. Ты умрешь. Осуждаю, проклятые имперцы. Можно мне уже выйти из галлюцинации? Сдайте сейчас, и мы пощадим самых юных. Вот так, на колени. Я говорил, грибы не стоит есть на ночь. Мне страшно.
Что будет дальше? Пытки. Пока не понимаю сюжетную линию, в чем дело. Ага, опа. Нахрена ты переоделся, идиот? Теперь мы стали имперцами. Ну такой. С красными лампасами. О. Товарищ полицейский, мое почтение. Ну-ка, сейчас надо будет резать, наверное, да? Не, было бы круто, если бы он это мечом бы разрезал. Типа две судьбы, что ли? Две реальности. Если бы он остался в империи, он бы превратился в этого челика. Беги, почему ты не остановил мой безумие? Я знал, что встречу тебя здесь. О, какая удивительная прозорливость. Что на маску Я-то сняла? думала, что ты славишься упрямым упорством. Упрямым из-за которого упорством, ну кому ты постоянно что страдаешь. разговариваешь-то, малышка? Тебе стоило устранить меня еще на браке. Часть плана. Я сохранила жизнь подавану ради приза, что дарует мне благосклонность императора. Думаешь, я позволю тебе забрать Галакрон? Конечно, нет. У нас обоих есть гордость. Но твоя обрекла на смерть всех чувствительных к силе детей из списка. И тебя самого. Ты права, Трилла. Я упрямый. Ах. Ты что делаешь, а? Стой, 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 стой. Ну-ка. Ну же, ты же... Что, Цира тебя не подготовил? Что он прямо это... жестко бодает. Я и не такое переживала. Почему он не реагирует на мою силу? Я вкачал по максимуму. А может тоже это? Сделать два меча? Ну-ка. Давай, 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 давай. Ломай, ломай. Вот это нормально. Скупайся в грязи, сучка. Ой, тебе такую ношу не осилить, похоже. Осторожнее с мечом. Он был в аду. Останьтесь. Мы должны держаться вместе. Нет, я отвлеку их. Это ее а прошлое. потом вернусь к вам, охраняя юнлингов Трилла. Да пребудет с вами сила. Да пребудет с нами сила. Трилла, что с нами будет? Больше похоже на муху. Не бойся. История Триллы. Какая-то святая инквизиция. Нет, тут черныш. А, перевоплощение. Понятно.
Рождение Инквизитора. Когда вторая сестра сталкивается с Кэлом в хранилище Багана, ее меч случайно попадает в руки Кэла. Кэл чувствует отзвук силы и узнает трагичное прошлое Инквизитора. Оказывается, Трила была подаваном Цери, но имперцы захватили ее и сделали второй сестрой. Это открытие на мгновение парализует Кэла, что позволяет Триле похитить Галакрон. Так. Не дают мне разобраться с ним. Ага. У нас есть связь с Богомолом. Нам нужна поддержка. О, лягушка. Квакер. Хорошо, что я не убил его. Да, кому-то еще не поздоровится. Ого. Стреляйте по цели. Можете ты мне убежать? Да, существо убито. Так, где-то лифт есть. О. Опа. Я же могу вверх еще подниматься. Эй, Биди, что это? Выходи, приятель. О. Так, секунду. Здесь я пройду. Или мне надо другой трос было выбрать? Блять, был близок. Че я сделал? Мне надо всего лишь тот трос выбрать. Ладно. Можно подняться? Прошу вас, прошу. Нет. Велик не справится. Как ты так промазал-то, Кэл? Так, в чем твоя проблема? Так, в чем проблема? Почему ты флексишь? Может быть, все-таки пойдем? Ну, время. Капец, их тут просто тьма. Умный гору не пойдет, умный гору обойдет. Хер вам, сраные уроды. Да? Ух, найс. Церы. Я все видел. О тебе и Трилле, и через что вы обе прошли. Ну, всего не Мне все, очень но жаль. только отрывок небольшой жизни. Я был глупый, самонадеянный. Я и не представлял, что с тобой было. Фу, найс, все работает, гайс. Все работает. Галакрон у Трансляция нее. не крашится. Это уже радует. Но куда она направится? Я в ответе за путь, который выбрала Трила. Ее действия сейчас — расплата за все мои ошибки. Наши ошибки в прошлом. Да, мы в ответе, но в наших силах все исправить. Твои слова, Церы. Ты прав. Я знаю, где искать.
Есть крепость, Так, куда ведут джедаев, так. а выводят инквизиторов. Расскажи мне всё. Ужасное место. Я сбежала. Я хочу знать все, Не подруга. думала, что снова вернусь. Теперь ты не одна. Ты пойдешь с другом. Нет. Со мной пойдет джедай. Оу. Так. То есть ты будешь биться с нами? Ах ты, Склонись. какая хитрая. Отдала нам херовый свой меч сломанный. И теперь взяла супер охрененный меч. Стерва. Дрожопая. Не одобряю. По праву совета. По воле силы. Хотя он слишком Эл массивный, Кэстис. этот меч. Встань, рыцарь-джедай. Ну, выглядит массивно. Не знаю, может, материалы супер легкие. Теперь ты готов. Как и ты. Но для чего? Для чего я готов, скажи мне. И ушла. Эх. Глава 6. Потерянный голокрон. Кэл и Ди принесли Астру в хранилище и нашли голокрон. Кэла поглотила видение. Тренируешься юнглинги, на которых нападает Империя. Битва, смерть, муки. Сам Кэл в роли Инквизитора. Когда он очнулся, перед ним стояла Трила. Кэл притягивает к себе ее святой меч, который приносит с собой отзвуки силы. Пытки Цери и Трилы, обращение Трилы, побег Цери. Когда он очнулся, Трилы и голокрона уже не было. Кэл вернулся на корабль и рассказал обо всем Цери, которая воспользовалась силой, подняла святой меч Трилы и посвятила Кэла в рыцари. Как это роскошно. Так. Новая задача отмечена на голокарте. Проникнуть в крепость Инквизитора. Ноги. Тихо. Слишком тихо. Не любишь природу, Гриф? Только за стеклом. Мы с природой не ладим. Может, у меня и 4 руки, но если ты не заметил, большинству чудовищ я на один укус. Там у нас растение проросло. Кровавый потрох. Бонсай, бонсай, бонсай растет. Или это уже упор? Так, мы что-то еще поднимали для меча же. Цвет. Может быть, желтым посражаться. Или вот этим индиго. Попробуем индиго. Эмиттер. Эмиттер. Такой был, такой не очень. Этот пока недоступен, хотя сейчас у нас очень похож на тот, который недоступен. Это у нас подсвечник. Самый такой нормальный, как я уже говорил. Переключатели. Вот это прикольно. Так, этот недоступен, недоступен. А, это сейчас у нас. А, боже мой. Так, муфта. Может, тряпку убрать уже? Пусть полностью full metal будет. Начинка. Надо вторую доблесть и мудрость. Сила и контроль. Мощь и страсть. Вот, стихийный элемент. Я хочу сила и контроль. Да. Так, и материал. Материал. Беленький, может быть.
Цвет слоновой кости пусть будет, да? Пусть будет, да. О, тоже гарный. Меч получился. Доброе. Так, по персонализации, по пончо. По пончо у нас, по пончо черный был или не был? Был такой, а это новый. Желтый, по-моему, не был. Ну, это как у фермера. Нет, красный больше как-то идет. Что-то с костюмами проблемами. Так, это такое есть. Так, ну что, малыши. Ты Мы столкнулись. отлично справляешься, Кэл. Мы столкнулись на этом стриме с множеством проблем. Благо мы их решили. Так, а что у нас дальше? Проникнуть в крепость Инквизитора, но где она? Сюда, что ли? Ну. Или на... Нет, стоп. Как понять, куда нам... Где цель-то? Мы здесь. А основная задача... Что за хрень? Может быть, сюда? На эту луну надо нам? Так, слушайте сюда. Повторять не буду. Ага. Я слушаю. Значит, если вы еще не в курсе, это мой корабль, а я капитан. Да. Весьма хороший капитан. Соглы. И здесь мои правила. Правило первое. Пятно поставишь, на диван не сядешь. Правило второе. В капитанском кресле только многоруким место. Правило третье. Любая стряпня под надзором меня. Правило четвертое. Кто сильно шумит, мигом за борт улетит. Ну что ты прямо разжигаешь, дружище. Что? Я готовился с тех пор, как мы парня подобрали. Можно сесть? Так, мы на месте. Полезай в кресло. Перед определением необходимо сесть в кресло. Боже мой, зачем это все так усложнять? Крепость Инквизитора. Дело дрянь. С их-то защитой нашим обычным трюком не сработать. Я помогу. Каков твой план? Ритуал. Он скроет корабль. Наверное. Ритуал? Да, она в этом деле мастер. Что? Так, минутку. Постой. Что для этого нужно? Нужна жертва. Нужна Твоя твоя рука как шерсть. раз подойдет. Стой, что? Я пошутила. Идите за мной. О, красиво. Странная вселенная, когда планеты так близко друг к другу расположены. Странная система, я бы сказал. Зачем эти квантовые прыжки, когда они на расстоянии выстрела, можно сказать, находятся друг от друга? Эти ее штучки работают. Какие у нас шансы? Шансов? Пойдем, друг. Как будем внутри, я возьму на себя их защиту и собью их датчики, чтобы Богомол нас вытащил. А ты найди Галахрон. Зачем разделяться? Так, точно, сэр, капитан, сэр. Я чувствую. Жизнь каждого ребенка из списка на кону. Что бы ни случилось, что бы ты ни увидел, обо мне не думай, просто бери и уходи. Крепость уже рядом. Пора. А можно мне тоже в комнату? Типа мы эвакуируемся.
Понятно, для чего нам пассажирка была нужна. Пакетик, Кэл. Ну все-таки на Луну, я думал, мы на корабль идти. Ого. Решимый джедай. Кэл помогает Церь принять ее страшное прошлое и отпустить его. Взяв световой меч Трилы, она посвящает Кэла в рыцарь, и оба джедая отправляются в жуткие недра крепости Инквизитора, чтобы забрать Келлокрон и завершить свою миссию. То есть это уже ласт задание, что ли? Ну они прям молодцы нарисовали. Добротно. Добре. Только мы не можем Что? Ну что? Да блядь, пролезь. Нет, не здесь что ли? Типа нельзя спуть. Вот где нас бывает алё? Черт, Кэл, робот. В чем проблема всплыть? Ясно. О. Монументально. Где нам идти? Оборонительный периметр. Выглядит достойно, прямо. В стиле Звездных войн. Нет, что не здесь? Боже, Кэл, да куда нам плыть-то? Это невидимая стена. Какой-то бред был. Могли бы какие-нибудь, я не знаю, поставить какой-нибудь свет, чтобы было понятно, куда плыть. Блять, такой дрочево прям бесит. Нет, все заблокировано. Вот. Наверх тоже нельзя, наверное. Не, мы охереем наверх. Хотя там что-то подсвеченное, я понимаю. Может, это и есть. Шлюз. Да, самый бланер. Все подсвечено у них. Наконец. Только послушай, как капает. Эй, штурмовик, как ты держишься? Капает? Как капает? Давай, понеслась. Приближается противник! Хорошо! Устроим ему взбучку! Умри! Умри, сука! Он под прицелом! Такий штурмовик! Я смогу... Кэл, ты там?
Да. Рад тебя слышать, Цера. Я выяснила, где Галакрон. Принимай координаты. Принял. Идем дальше. Ну все, принял. Все. Все понял. Забрать его. Так в чем? Ты отстаешь. Так, не знаю, короче, как вы, но я думаю закончить на этом. И этот главу, этот эпизод мы уже нормально, уже без проблем будем проходить на следующем стриме. А сегодня у нас вторник, завтра среда, но уже в пятницу получается, да? Уже в пятницу. Поэтому, чтобы не пропустить, ставьте лайк, комментируйте, подписывайтесь, прожимайте колокол. Ну и что еще? Ну и все. Ну и все. Спасибо, что смотрели. Спасибо, что подписываетесь. Надеюсь, что подписываетесь. Всем удачи и всем пока.